Привет, любители и профессионалы, матерые начинающие конкуренты и заказчики. Сегодня я покажу вам, как легко и просто согнуть полосу на ребро, используя кусок проволоки, остаток листа и 4 болта на 8. В общем, все просто, смотрим, не переключаемся, погнали. А пока откладываем все это в сторонку и приступаем к изготовлению изделия, очень похожего на вилку, только для полосы. Для этого берем обрезок профильной трубы и остатки полосы 4 на 25. Здесь все понятно, единственный совет: не экономьте на зазорах. Так как полоса бывает разного производителя, то ширина и толщина у нее иногда гуляют, поэтому зазоры лучше делать побольше. Больших нагрузок на эту вилку не будет, поэтому можно оставить на прихватках, но чтобы не сесть перед вами в лужу, я лучше все обварю. Кстати, эта вилка нужна не только для того, чтобы гнуть полосу, но она также поможет нам удерживать ее в нужной плоскости. Все, ребята, с изготовлением самого сложного компонента закончили, поэтому плавно переходим к проволоке. Или проволоке, тут уже как кому удобнее. В общем, проволока это непростая, толщина у нее, как видим, 5 мм. И все, что ее отличает от обыкновенной проволоки, это то, что она объединенная. Достался она мне из металлолома, и я думаю, что когда-то она была натянута между двумя столбами и передавала радиосигналы. В общем, отрезаем нужный нам небольшой кусок, а остальное оставляем про запас. Также берем небольшой кусок листового металла, у меня это 3. В принципе, чем толще, тем лучше. Как видите, для красивой картинки я его даже зачистил. Да, еще немного полезной информации про дугу. Вот он, наш образец. Именно к нему мы будем приваривать нашу согнутую полосу, поэтому хотелось бы более точной повторяемости. А для этого отнимаем от длины дуги всего 10%, ну а высоту оставляем такую же. Я думаю, зачем это делать, все прекрасно понимают, поэтому дальше позиционируем нашу проволоку и прихватываем ее. И да, делаем это таким образом, чтобы отверстие на нашей пластине, одно из них находилось с тыльной стороны дуги, а второе снаружи. Ну а зазор между этим вторым отверстием и проволокой должен быть таким, чтобы туда легко вмещалась полоса, которую мы собираемся гнуть. Все, ребята, наш кондуктор для изготовления дуги готов. Ну а преимущество этой проволоки сейчас покажу наглядно. Дело в том, что из-за своего объединения нагрузку в одну сторону она держит прекрасно, а во вторую сторону отрывается налегке. Но это большой плюс, потому что нам не придется использовать каждый раз болгарку, чтобы изменить радиус. То есть мы отбили проволоку, немного чищанули и приварили ее в новом месте, создав новую дугу. Это очень удобно, а самое главное быстро, потому что мы не привязаны к определенному размеру и можем менять радиусы буквально за 2 минуты. Ну а следующий этап: мы просто переворачиваем кондуктор и крепим его к столу. И тут нам пригодятся обыкновенные болты на 8 с шайбами. Естественно, отверстия в столе просверлены соосно с нашей пластиной, а с обратной стороны для быстрой фиксации закреплены гайки. Теперь понятно, как пойдет наша дуга и почему крайнее отверстие сделано так, чтобы не мешало загибу. Под 2 крайних болта перед фиксацией вставляем обрезки полосы 4 на 25. Все, ребята, кондуктор сделан и подготовлен, теперь переходим к изгибу. Вставляем и фиксируем нашу заготовку так, чтобы она проходила между проволокой и болтом. А дальше поджимаем наше крепление. Кстати, это место самое нагруженное, поэтому иногда я применяю еще дополнительно сварку. Одеваем свежеизготовленную вилку на заготовку и с небольшими усилиями гнем полосу. Понятно, что чем меньше у нас будет радиус, тем больше усилия придется прилагать. Ну а дальше, ребят, все понятно без слов. Единственное, что хочу сказать, что длина этой заготовки не позволит нам согнуть ее за 2 раза. Придется мучиться 3 раза, соответственно, и откручивать и закручивать наши болты.
Естественно, что для больших задач у меня есть кондуктор побольше, который позволяет загнуть заготовку за один раз. Правда, длина должна быть не меньше, чем 1 метр 30 сантиметров. Но так как наша заготовка всего 1,15 м, поэтому будем изгаляться за 3 раза. В общем, сам процесс изгиба дальше комментировать не буду, чтобы вы прочувствовали все и увидели, как все делается без склейки, спайки и монтажа. Все, ребят, справились мы с этой проблемой. Вот такой у нас окончательный результат. Я думаю, получилось неплохо. Как видите, в плоскости она сохранилась, никуда ее не увело. Особо заломов я не вижу. Но сейчас мы примерим к тому исходнику, к которому должны совпадать. Естественно, стопроцентного попадания в размер с дугой, которая согнута на трубогибе, у нас не получится. По-любому останутся места, где они будут плохо стыковаться. Поэтому полосу или трубу берем с небольшим запасом. Но если постараться, то и эти зазоры можно минимизировать. Прихватывать мы начинаем, как обычно, от центра, потихоньку растягивая нашу заготовку. Вот такая симпатичная дуга у нас получилась. Теперь можно все это пройти сплошным швом, зачистить и применить наверх калитки для крепления профнастила. Ну а теперь, ребята, как водится, подытожим. Всем, кому понравилась простота, надежность, долговечность конструкции, а также эта дырка в столе, ставим лайк. Ну а остальным просто процитирую одного неглупого человека о том, что любое приспособление легко испортить, просто усложнив его. Что касается проволоки, то можете попробовать использовать другой вариант. Ну на сегодня все. Не забываем подписываться, оставлять комментарии. Прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья. Прорвемся.